Универсальная, стильная и компактная, способная удивить клавиатура Keychron K2 в нашем сегодняшнем обзоре. Вы на канале Ameджа, меня зовут Дмитрий, давайте начинать. Прежде чем найти данную клавиатуру, я посетил множество торговых площадок в поисках компактного форм-фактора. Именно компактность была основным критерием для поиска. Предлагаемые варианты не вызывали оптимизма. Все казалось каким-то обыденным и штампованным. Стоит чего-то захотеть, и интернет сам вас приведет туда, куда нужно. Так и случилось, я оказался на сайте Keychron Russia. Сразу подкупил дизайн, броский на фоне конкурентов, при этом сдержанный и стильный. Как оказалось, производитель клавиатур начинал на Kickstarter в 2017 году. Основным направлением компании считается именно акцент на минимализм и качество. По их же словам, они являются партнерами фабрики, которая на протяжении 20 лет производит высококачественные клавиатуры для известных брендов. А значит, цитирую, клавиатура Keychron никогда вас не подведет. Что ж, смелое заявление. Узнать мы это сможем лишь спустя время. Перейдем к самой клавиатуре. Пришла она с заводской пломбой, что не могло не радовать. Сама распаковка приятно удивила. Упаковано все грамотно, на клавиатуре пластиковая защитная накладка, инструменты для снятия клавиш, свитчей, кабель Type-C, инструкции, даже пакетик имеет фирменный принт. Основная техническая характеристика клавиатуры, как нетрудно догадаться, в том, что она является механической. Сам я довольно негативно относился к механике, но мой опыт был предвзят. Взяв данную клавиатуру в пользование, я был приятно удивлен. Здесь используются коричневые свитчи Gateron, не имеющие как такового щелчка при нажатии. Весь звук получается лишь от незначительного люфта самих клавиш и незначительного скрипа механических частей. Такие моменты решаются. От люфта спасут силиконовые кольца, а от скрипа смазка. Разницу можете увидеть на других каналах. Сам я таким не занимался. Конкретно я взял версию клавиатуры Hot Swap. Дословно горячая замена. Это дает возможность в будущем менять свитчи максимально просто. То есть клавиатура является полностью модульной. Кейкапы Double Shot ABS, состоящие из двух частей пластика. Как заверяет продавец, они практически нестираемые. Гравировку кириллических символов я заказывать не стал. Мне она ни к чему, да и хотелось сохранить оригинальный внешний вид. Также есть возможность приобрести кейкапы PBT. Сами они будут все же получше, чем Double Shot ABS, но они уже будут без подсветки. Кстати, о подсветке. Она имеет несколько режимов работы. В моем случае цвет холодно-белый. RGB вариант рассматривать не стал, по мне так он убьет эстетику клавиатуры. За смену подсветки отвечает отдельная клавиша. Режимы стандартные. Дышащие подсветки, волны от нажатия по разным осям и различные переливания. Корпус имеет минимально необходимый размер. У меня он из пластика, но есть вариант заказать из алюминия. Об этом я задумался уже позже и жалею, что не заказал сразу. Следующая характерная особенность заключается в том, что клавиатура является как проводной, так и беспроводной. Для проводного подключения используется интерфейсный выход Type-C. Для беспроводного подключения используется технология Bluetooth. Подключить можно аж до 3 устройств единовременно и переключаться между ними с помощью горячих клавиш. Сбоку имеется переключатель с режима Windows/Android на Mac/iOS и по соседству переключатель с проводного режима на беспроводной. Рядом же расположен индикатор заряда аккумулятора. Клавиатура имеет 75% раскладку. Это 84 клавиши. Она оказалась компактнее, чем мне показалось на фотографиях. Ножки выдвигаются, выставляя клавиатуру под наклоном в 9 градусов для более комфортного доступа ко всем клавишам в процессе работы. Все прорезинено, клавиатура на столе никуда не убегает. Поначалу было непривычно пересесть с полноразмерной клавиатуры. Пальцы часто нажимали лишние клавиши рядом с необходимыми. Да и сама раскладка была в новинку. Ощущаются незначительные сдвиги некоторых секций. Но ко всему этому я привык достаточно быстро. И по итогу, спустя некоторое время, я ощутил тот самый драйв. Когда набираешь большой текст или сообщение, начинаешь замечать за собой, что словно входишь в режим ярости в какой-то игре и нажатия льются с неимоверной скоростью. Каждая следующая, как новый удар в комбо-режиме, приносит удовольствие. Тот самый стук клавиш, на который я уже было хотел пожаловаться, становится неотъемлемой частью этого процесса.
По поводу цены все субъективно. Первый раз увидев эту клавиатуру, я решил, что стоить она будет дороже, чем она стоит по факту. В самой стоковой комплектации клавиатура на 22 февраля 2021 года обойдется в 6900 рублей. Расскажу немного и о продавце. Дмитрий является официальным дистрибьютором данных клавиатур в России. Если будете что-либо заказывать, я очень надеюсь, что вы попадете именно на него. Общение было очень приятным, отвечал на любые вопросы моментально и клавиатуру отправил в тот же вечер, как только я ее возжелал. Даже сейчас, на момент снятия ролика, я достаю его вопросами. Важно отметить, что я не имею большой базы сравнения. Тем не менее, сравнивать есть с чем, и клавиатуру я могу рекомендовать однозначно. Ознакомиться можете с любой другой клавиатурой в любой комплектации. Вариантов множество. Уверен, там каждый найдет для себя то, что ему нужно. На этом все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь, оставляйте комментарии. Нам очень важна обратная связь.